Приветствую всех на своем канале. Меня зовут Любовь. И сегодня я буду делать куколку-колечко. Для этого мне понадобятся вот такие заготовочки. Двунитка, полосочка из двунитки 19×4. Это для юбочки заготовка 22×4. И на выбор белая либо желтая. Это будет для рукавов 10×4. Тесемочки. У меня это вот шитье. Вон так красненько для фарточка. Кусочек ватки и вот такой платочек. 8 и вот так, если то 7. Все это приблизительно я вырезала. Просто вам сказала размеры те, которые у меня. Так, двунитку берем и сворачиваем пополам, пальчиком заглаживаю. И теперь каждую половинку еще раз пополам. Вот таким образом. Вот так. Заглаживаю все. Это будет само колечко. Так, вот здесь либо я ниточкой краешек вот так завяжу. Вот таким образом. Либо же можно вот так завязать узелок. Но я воспользуюсь вторым вариантом. Вот так узелок я завязала. И буду внутрь его сюда подворачивать. Но сначала подложу кусочек ватки, чтобы личико было ровнее. Вот так. Все туда подложила. Выравниваю. И сейчас ниткой замотаю, отделю эту головку. Я тут вот завязала узелки, но можно не завязывать. Просто я уже подзабыла, как делается. Так, и решила примериться, хватит ли мне вот этой вот оставшейся части, чтобы на пальчик колечком оделась. Вот. Примеряюсь, все достаточно длины, все хватает. Так что вот если бы я не отрывала нитку, я бы сейчас просто этой же ниткой вот так вот замотала, продолжила. Но ничего страшного. Можно и так, и так. Все, сейчас завяжу узелочки. Видите, я где-то там сантиметрик, наверное, отмотала. Это как бы как немножко туловище получается. Вот, чуть-чуть. Чтобы не сразу от колечка шла голова. Так, все, заготовочка у меня получилась хорошая. Все отлично. Так, теперь займемся юбочкой. Я пришью вот эту вот тесьму, шитье. И хочу краешек спрятать. Вот таким образом подверну. И сразу буду, как говорится, убью двух зайцев. Буду пришивать и сразу и вошью тесьму, и подошью край. А потом это все просто проглажу. Вот таким образом сейчас буду подворачивать. Вот так. Потом вот так вот расправлю и проглажу все. Вот я пришила. Сейчас лишнее отрежу. Вот такой у меня будет край красивый на юбочке. Так, вот здесь я уже все отгладила. Видите, как хорошо все смотрится. Хотела еще пройтись, но все так гладенько у меня пригладилось, что я решила, что не буду. Сейчас вот этот боковой шов я зашью. Вот таким образом. Вот. И теперь соберу верх на нитку с иголкой, чтобы мне легче было распределить складочки на юбке, когда я буду это одевать на куколку.
вот так вот буду одевать. Затяну ниточку. И у меня красиво все складочки распределятся. Все как положено. Без больших заломов. Все будет равномерненько и красиво. Потом вот так замотаю, отрежу краешек. Вот так. Буду фартучек, когда приматывать, я это, как говорится, все закреплю. Так, вот из этого фартучек я сделаю. Сейчас отрежу кусочек. И просто примотаю. Вот так вот ниточку я сделала двойную, чтобы покрепче, то поменьше мотать, потолще. И вот таким образом все приматываю и завяжу узелочек. Вот так. 3 раза. И кончики отрежу лишние. Вот. Теперь кофточка. Можно желтенькую, но я все-таки решила белый выбрать цвет. Также пополам сворачиваю, разглаживаю пальчиками. Потом каждую половинку еще раз пополам внутрь. Так, свернула. И вот таким образом сворачиваю. И вот здесь сейчас красной ниточкой вот в этом месте вот так вот буду обматывать, немножко затягивая, как бы отделить, чтобы ладошку. Имитация, чтобы было похоже, что ручки и ладошки. Завязала узелки и отрезала. И потом это вот так вот будет одеваться. Вот. И здесь тоже самую процедуру я сделаю с другой стороны. Вот тут. Что и на ручке на другой. Вот. Замотаю, и будет похоже на ручки. Все, вот так потом через голову одеваем. И посерединке, вот здесь, посередке, крест-накрест, тоже замотаю ниточкой. Вот таким образом. Немножко мне, конечно, неудобно то, что я все делаю, смотрю через камеру. Нет еще навыка у меня такого. Так. Вот таким образом. Видите, уже куколка нарисовалась. Остался там что, платочек один и все. Так, узелок завязали, краешки, кончики отрезали. Теперь платочек. Платочек, конечно, лучше, чтобы из ситцевой ткани был. Ну вот остался у меня здесь кусочек шитья. Я решила повойник сделать под платок. Имитацию повойника. Чтобы как бы немножко краше куколка была. Хоть она и самая простая, простецкая в изготовлении. Но если есть кружавчики, можно добавить, чтобы было покрасивее. Так вот тоже обмотала. Вот этот лишний хвостик я отрежу, он не нужен. Вот так. И вот теперь платочек сверху. Так что я хотела сказать. Мой платочек, он из трикотажа. Трикотаж толстоват, конечно. Но у меня нет другой красной ткани. Покупать я не стала. Взяла из своих закромов то, что у меня есть в наличии. Вот. А так, конечно, хорошо, чтобы ситчик был. Он тоненький. Все это намного лучше. Вот так вот, видите, я платочек одела, замотала
подровняла. Один краешек я сейчас платка вот так вот сделаю вокруг шеи и опять примотаю ниткой. Вот так. Прям несколько витков хороших сделаю. Все. И завяжу узелочек. Так, отрежу ниточку. Вот. И здесь вот мне не очень понравилось, что платок вот закрывает ручку. Я решила отрезать этот кусочек платка, чтобы ручки было получше видно. Вот. Так, еще чуть-чуть. Вот такая красивенькая получилась лялька. Вот. Видите, какое колечко получилось. Вот такая прелесть. Полчаса, и куколка-колечко готова. И не знаю, чья это идея такой куколки, но впервые я эту куколку увидела у одной мастерицы много лет назад из города Волжского Волгоградской области, Валентины Владимировны Шевченко. И с тех пор я ее полюбила навсегда. Вот. Ну и уже становится традицией у меня сочинять стишки, поэтому пока сочиняется, буду продолжать. Сейчас вашему вниманию стих про куколку-колечко. Ткани я возьму клочок от ношенной одежды, завяжу я узелок с верой и надеждой, сделаю я талисман, куколку, колечко, мысленно туда вложу доброе сердечко. И пока я мастерю куколку такую, ей свои желания на ушко прошепчу я. Пусть теперь она меня от бед всех защищает, отделять добро от зла пусть мне помогает. Ну вот и все, дорогие мои зрители. Я с вами прощаюсь. До встречи в следующем видео. Желаю всем всего хорошего, любви, счастья, тепла душевного, побольше в жизни вдохновения. Всем пока-пока. До новых встреч.